Всем привет, меня зовут Лиза, я прошла стажировку после первого курса магистратуры в университете Франции. Сегодня расскажу про свой экспириенс. Несмотря на то, что у меня настроение сейчас такое, немножко фарньенте, да, вот это вот ничего не делание, каникулы, они скоро подойдут к концу, поэтому я решила записать это видео, чтобы финализировать вот этот мой опыт. Расскажу вам, как я искала стажировку, как проходила стажировка, где я стажировалась, как я ее защитила и что дальше. Ну что, начнем с того, что моя стажировка должна была приходить на первом курсе с апреля примерно, потому что минимально должна была длиться 3 месяца, и, соответственно, защитить ее нужно было летом, поэтому начать ее нужно было примерно в апреле-мае. Да, здесь нужно сказать, что я обучаюсь по программе Machine Learning and Data Mining. Соответственно, я искала стажировку, любую связанную с машинным обучением, с искусственным интеллектом и все с этим связанное. Еще очень важная развилка здесь. Стажировка может проходить в лаборатории, а может проходить в компании. Соответственно, это разные пути, и они также могут влиять на то, что вы хотите сделать дальше. То есть, если вы хотите далее продолжить с PhD, да, в академии, то есть в академической среде, то есть смысл искать стажировку в лаборатории. Если вы хотите уйти в бизнес, то, соответственно, в компании. Но если стажировка, как в моем случае, у меня 2-летняя магистерская программа и 2 стажировки, одна в первый год, другая во второй, имеет смысл попробовать и то, и то. Для меня не было разницы, я подавалась на все, что угодно, я готова была на любую стажировку, но в голове держала, что я бы хотела работать в компании, потому что там больше зарплаты, и это что-то мне более понятное. Но в итоге, как вы, наверное, уже поняли из названия видео, я проходила, ну, вы знаете, кто смотрит мои видеоролики, знает, что я проходила стажировку в итоге в лаборатории. По оплате, насколько я знаю, во Франции примерно минимальный размер оплаты труда это где-то 600 евро. Если вы идете в лабораторию, то вы примерно на это и рассчитываете. Если вы идете в компанию, то может быть зарплата больше, но, говорят, в этом году были какие-то сложные финансовые условия в компаниях и в лабораториях, сокращения, возможно, вы слышали кризисы и прочее. Соответственно, с финансированием были проблемы, и говорят, что даже если вы проходите стажировку в компании, большая вероятность проходить ее на таких же условиях, то есть по минималке будут платить, но платить будут, это уже хорошо. Начала искать стажировку заранее, где-то в декабре, наверное. Естественно, первое, что я сделала, это обновила резюме в формате PDF, да, на английском языке. И обновила свой профиль в LinkedIn. Спойлер, это не сильно помогло. Подавалась вообще на все стажировки, которые только видела. Мотивационные письма я немножко модернизировала под каждую вакансию с помощью искусственного интеллекта, естественно. И я не знаю, возможно, это была моя ошибка, возможно, системы вот эти HR-овские, которые используют компании, распознают искусственный интеллект, генерацию текста, и, может быть, это пессимизирует мое резюме, я не знаю. В общем, из-за этого или не из-за этого наступил январь, у меня не было ни одного собеседования, наступил февраль, март, и так, и ничего, то есть только автоматические отказы, без развернутого фидбэка и без понимания, что не так. Я подавала заявки как на сайтах самих работодателей, самих компаний, так и на Indeed, LinkedIn, Hello Work. Мне кажется, что эти агрегаторы, если честно, не очень хорошо работают, потому что конверсия с них в моем случае была нулевая. То, что, мне кажется, точно не работает, это Instant Apply, или как-то так называется функция в LinkedIn, когда ты можешь откликнуться прямо там, прямо в платформе. Вот мне кажется, это вообще не работает. Нужно переходить на сайт работодателя и там уже создавать профиль и резюме, и уже там подаваться. И исходя из этого, хочу сказать, что это был очень трудоемкий процесс, его было сложно совмещать с учебой, потому что у меня параллельно были экзамены, конец семестра. У нас второй семестр заканчивался раньше, из-за того, что дальше должна была начаться стажировка. Стажировку никаких, если что, в период стажировки не было никаких занятий, но из-за этого
Второй семестр был очень насыщенный, и очень много всего нужно было уместить в 3 месяца, да, всего, до марта, до апреля, точнее. Я не сразу поняла, что было не так, но в какой-то момент я поняла, что ошибка. Я буду рассказывать про свои ошибки, которые я сделала, да, в процессе поиска. Резюме у меня было на английском языке, а подавала я заявки для того, чтобы работать во Франции. Вы уже чувствуете эту связь. Во Франции не очень хорошо говорят по-английски, несмотря на то, что, мне кажется, в IT-сфере все равно это как-то более развито, да, говорить на английском языке. Но, тем не менее, если вы хотите стажироваться во Франции и описание вакансий на французском языке, лучше подавать и резюме, и мотивационное письмо на французском языке. Само резюме у меня было в максимально простом формате, но я знаю, что некоторые используют какие-то классные шаблоны, в Figma делают резюме. Я считаю, что это может быть плохая идея, потому что когда компании отсеивают кандидатов, это делает не человек, а робот, поэтому ваше резюме должно быть максимально простым, читаемым, сканируемым, да, искусственным интеллектом или чем-либо еще. Но, в общем, будьте аккуратны, не мудрите с этим. Также у меня долго в моем резюме висел лишний опыт, связанный с маркетингом. Я раньше работала в сфере маркетинга достаточно долго, достаточно хороший у меня был опыт, в том числе позиция тимлида. То есть у меня была небольшая команда. Соответственно, если я искала работу в сфере IT, и конкретно в машинном обучении, мне не нужно было добавлять этот лишний опыт. И на самом деле, как говорят, вообще все, что было у вас в России, да, в прошлой жизни, скажем так, это все не котируется, и особенно сложно европейцам понять, каким образом вы, например, совмещали бакалавриат и работу full-time, да, поэтому, чтобы не появлялись лишние вопросы, как говорят, я не уверена, насколько это правда, но говорят, лучше убирать эти важные достижения в вашей жизни, но, к сожалению, не сильно релевантные для того, что вы ищете. Говоря о всех способах, которые вы можете использовать для поиска вакансий, думать outside of the box, да, как говорится. Я знаю, что многие мои одногруппники находили стажировку какими-то нестандартными способами. То есть кто-то рассылал имейлы просто во все лаборатории там, или какие-то компании, кто-то через знакомых. То есть, к сожалению, связи очень сильно решают. Если у вас есть хотя бы какой-то контакт с кем-либо, кто может вам помочь в поиске, связывайтесь. Потому что у нас, сейчас я тоже чуть-чуть забегу вперед, в какой-то момент нас собрал университет и рассказывал про то, что будет, если не найти стажировку. И в нашем случае это был проект, индивидуальный проект, то есть мы бы сами придумали себе задание и сами бы решили это задание, неоплачиваемый, соответственно. И, в принципе, в этой аудитории все люди были иностранцы, то есть все французы нашли, так или иначе, какими-то способами нашли себе стажировку. У иностранцев возникали с этим проблемы, потому что, видимо, все-таки есть момент, что французские работодатели, если видят между собой двух кандидатов, один из них франкоязычный и из Франции, другой иммигрант, он выберет француза. Я думаю, что все-таки это так работает, не будем судить, в принципе, это можно понять, но имейте это в виду, что если у вас не французский паспорт, это может вам затруднить поиск, и, возможно, придется приложить больше усилий. В итоге нам периодически присылали какие-то вакансии от университета, или компании, которые сотрудничали с университетом, я не знаю. В общем, университет с нами делился какими-то вакансиями редко. Если честно, я думала, что университет будет больше помогать. Помощи сильно не было. То есть нам говорили, что если вам долго не приходят положительные никакие результаты, да, то подойдите к нам, возможно, у вас что-то не так с резюме, но в итоге, мне кажется, что по факту никакой сильной помощи от университета не было, но, по справедливости ради, они отправляли какие-то вакансии, видимо, которые у них были по каким-то внутренним каналам, в частности, из лабораторий, которые
собственно говоря, в университете. То есть это лаборатория, в которой все работают наши профессора, да, и, в общем, это лаборатория наша. То же самое, что университет, по сути. Оттуда в моменте пришла вакансия, и я увидела, что там 3 профессора ведут эту вакансию стажера, и один из этих профессоров у нас вел занятия. Я его знала, и мне нравились его занятия, я достаточно активно была на этом предмете, действительно слушала, действительно была вовлечена. Я подумала, это прикольно, потому что, возможно, он хотя бы помнит мое лицо. И в итоге я подалась, меня пригласили на собес, который я не совсем поняла, что это был собес, потому что изначально сказали, просто приди, мы с тобой поговорим о том, что ты ожидаешь, что мы ожидаем. В итоге это был собес, меня проверяли мои знания, и я, мне кажется, себя достаточно слабо показала, но в итоге меня взяли на 3 месяца в лабораторию работать над графами, GNNs, то есть Graph Neural Networks, в общем, нейросети, которые получают на вход графы. Эта тема не входила, если честно, в сферу моих интересов. Я, в принципе, не очень сильно любила графы раньше, не очень сильно их понимала, но на безрыбье и рак рыба, как говорится, поэтому мне было интересно узнать что-то новое, в принципе, почему бы и нет. Из плюсов я могу сказать, что у меня был достаточно свободный график, то есть никто меня не контролировал, когда я в лаборатории, когда я дома, да, если мне нужно поработать из дома, когда я прихожу, когда я ухожу, ну, то есть контроля не было вообще, за мной было закреплено место, и я приходила в лабораторию. Каждую неделю у меня были встречи с моими профессорами, я им презентовала, что я уже сделала, они мне подсказывали, наводили, что я делать могу еще. И вот тут хочу сказать про особенности работы в лаборатории. Это не так-то просто. Во-первых, очень важна, как я себе написала, самоорганизация. То есть за тобой никто не будет ходить, никто тебе не будет подсказывать конкретные твои задачи. Нужно очень много делать самому, проявлять инициативу. И это не для всех легко. Есть очень большой соблазн уйти в прокрастинацию, как мне кажется, но, опять же, мне помогали вот эти еженедельные встречи, к которым я готовилась. Мои профессора были хорошими, они были очень отзывчивыми, то есть они мне помогали, подсказывали, наводили, объясняли. Мне кажется, от меня было меньше, если честно, меньше инициативы, чем должно было быть, потому что такой формат стажировки, в принципе, подразумевает постоянное ваше вовлечение, то есть постоянно нужно задавать вопросы, что непонятно. Мне кажется, что я была более самостоятельна в этом плане, то есть я самостоятельно находила всю необходимую мне информацию, и, наверное, это был мой минус все-таки, нежели чем плюс. Хочется здесь отметить языковой барьер, потому что в лаборатории, в принципе, все хорошо говорили по-английски, но все равно профессора французского происхождения, франкоговорящие, несмотря на то, что все-таки я говорила с ними по-английски, был этот момент, когда, например, между собой они могли обсудить что-то на французском, я должна была это все равно понять. Ну или их исправить и сказать, скажите, пожалуйста, повторите, пожалуйста, по-английски. Но я по-французски более-менее понимаю. Хочется сказать, что с профессорами мне повезло. Не со всеми я очень близко, плотно работала, но тем не менее. Все они внесли какую-то определенную лепту в мою стажировку, за это им спасибо большое. Также по особенностям работы в лаборатории, я раньше никогда не работала в лаборатории, чтобы вы понимали тоже. Лаборатория звучит так классно, по сути, это как обычный айтишный офис, если что. Ничего там такого лабораторного нет. Если вдруг у вас были тоже такие ожидания, у меня были, если честно, но нет. Но опять же, я повторюсь, моя программа — это машинное обучение, логично, да, что там не должно быть ничего, халатов там и там каких-то пробирок, в общем, понятно. Одна из особенностей работы в лаборатории, что тут раз на раз не приходится, то есть вы можете прийти к профессору, у которого уже подготовлена база по той теме, в которой вы проходите стажировку, то есть у него, например, могли быть уже студенты перед вами, которые уже что-то делали над этим, то есть вы как на работе приходите на чью-то позицию, да, и продолжаете работу. А может быть так, вы приходите, а профессора только сами впервые работают именно конкретно по этой теме с студентами, и перед вами никто ничего не делал. У меня было так, то есть у меня, по сути, было просто свободное поле, то есть делай, что хочешь. Я могла
уйти в любое направление, да, меня направляли, опять же, мои профессора, но все равно, то есть было поле непаханной работы, и никакой базы, никакой основы, никакого кода, никаких, я не знаю, наработок. Это было сложно, честно, когда у тебя такой простор, полет фантазии, да, то есть ты можешь делать, что хочешь, но тебе же нужно понимать, что делать. И ты можешь идти в каком-то направлении, а там тупик, то есть ты идешь не туда, ты выбрал не тот инструмент, ты написал не тот код или провел не тот эксперимент. Это может быть тяжело, и мне было достаточно тяжело в этом плане, то есть непривычно, потому что когда ты на работе, в компании, у тебя есть список задач, у тебя есть проект, у тебя есть руководитель и какая-то линия, которой ты придерживаешься, какой-то твой список должностных обязанностей. Здесь это вот насколько позволяет твоя фантазия, насколько позволяет твое любопытство и интерес к теме копать, искать, придумывать, проверять. И, возможно, начинать сначала. Друзья, я поняла, что я вообще не рассказала, что я конкретно делала на этой стажировке. Давайте я быстро расскажу. В общем, как я уже сказала, тема — это Graph Neural Networks. И моя задача была посмотреть разные архитектуры этих нейросетей, протестировать их, понять, насколько хорошо они работают, в зависимости от того, каким графом вы его кормите. Вы ее кормите, эту нейросеть. Соответственно, я пробовала разные параметры, тестировала, смотрела результаты, выводила графики. В общем, вот такая была работа. Ну и помимо этого, естественно, необходимо было изучать статьи по этим близким темам и, в общем, читать, погружаться, понимать теоретически, как устроена эта нейросеть, создавать код, который будет, собственно говоря, получать на вход граф, использовать эту архитектуру и на выходе давать результат. Это мои нейросети решали задачу классификации, то есть было 3 класса, и вот эти точки на графе, да, по-русски даже не помню, по-английски это node. В общем, они должны были быть классифицированы на 3 класса. Вот, то есть нейросеть должна была найти взаимосвязь между тем, как эти nodes расположены, с какими другими соседями они связаны, и какие у них значения. В общем, я надеюсь, что я относительно какую-то вам идею дала. Надеюсь, было понятно. Если непонятно, то можете задавать вопросы в комментариях. Это был интересный опыт, и он мне дал пищу для размышлений, что делать после университета, то есть PhD или все-таки работа в компании. То есть изначально я думала про работу в компании, сейчас, если честно, я рассматриваю PhD, но об этом как-нибудь в другой раз поговорим. И про защиту. Защита стажировки у меня была в июле. Результатом моей стажировки был отчет. Боюсь соврать, сколько страниц там было. 15? Мой был достаточно короткий, потому что я его переделала в самый практически последний момент. То есть я писала этот отчет на протяжении всей стажировки, но в конце я немножечко переделала его структуру, и из-за этого он получился очень краткий. И здесь хочется отметить, что очень тяжело, очень сильно тяжело весь этот массив работы, который вы проделали за 3 месяца, вместить в один отчет, один документ, который должен быть самообъясняющимся, да, self-explanatory. То есть человек, который должен увидеть ваш отчет, он должен понять, что вы делаете. И, то есть из-за этого нужно очень много погружать в контекст, раскрывать всю теорию, все темы, все термины. Поэтому может быть сложно. Даже дойти до самих результатов тяжело. То есть ты пишешь просто теорию, и потом ты понимаешь, что, а теперь мне нужно, я не знаю, на 5 страниц рассказать о
о том, какие у меня результаты, потому что помимо результатов нужно также рассказать, какой у вас был сеттинг, то есть какие вы использовали модели, параметры, методы и так далее, и это тоже занимает очень много мест. 10 июля я закончила стажировку, и 16 июля у меня была защита. И последняя неделя моей стажировки была очень напряженная. Мне нужно было показать отчет моим супервайзерам. Это было очень сложно. То есть именно все вместить, понять, а нужно ли вставлять это, или это унести в аппендикс, или нет. В какую-то ночь не спала всю ночь и делала этот отчет, и просто конца и края я этого всего не видела. В итоге я отправила отчет, мне дали там некоторые комментарии, и у меня была, так сказать, предзащита одной из моих профессоров. Она мне дала какой-то фидбэк по презентации и по моему выступлению. Ну, в принципе, все было хорошо, она сказала, что все хорошо. И с минимальными изменениями с этой же презентации практически я вышла уже на реальную защиту. Реальная защита тоже была прекрасная. Мне не задавали никаких, не знаю, вопросов с подковыркой, да, как сказать, каверзных вопросов, да. То есть все было максимально на лайте, и профессора, которые смотрели мою защиту, они больше с интересом относились к тому, что я рассказываю, и если вопросы и были, то они были именно, по сути дела, раскрывающие как бы мою презентацию, а не зарывающиеся в какие-то детали, чтобы меня проверить или перепроверить. Соответственно, если я сказала, что в, там, я не знаю, 15-20 страничным, может быть, это если с аппендиксом считать, было сложно уместить все 3 месяца работы, то в презентацию еще сложно. Презентация — это 15 минут, по минуте на слайд, и, ну, то есть это совсем раз, очень быстро ты по верхам буквально проходишься, и ты должен выбрать самое важное из твоих экспериментов, самое важное из того, что ты вынес, самое важное из результатов. То есть здесь это может быть сложно. Я все защитила и получила 15 баллов из 20, успешно закрыв первый год своего обучения. И вот как-то так. И теперь, я не знаю, я рассматриваю, знаете, PhD, если честно. И я не знаю. Это было интересно. Правда, это было очень интересно. То есть работа исследователя — это совсем другая работа. Это что-то особенное. То есть нужно быть с горящими глазами, нужно очень любить тему, по которой ты работаешь, чтобы хорошо выполнять эту работу исследователя. Друзья, если у вас есть вопросы по стажировке или по поиску ее, или по чему угодно, или по учебе, пишите в комментариях и, в принципе, ставьте лайки, да, если было интересно. Подписывайтесь на мой канал. Здесь я рассказываю про мою жизнь во Франции, про учебу в университете и на другие темы тоже иногда вещаю. Так что спасибо большое за просмотр. Скоро увидимся.